Cihan'ın çok korktuğu bir şey biliyorsun sen. Ve bu şey her neyse Cihan için çok büyük tehlike. Sen benden o bilgileri aldıktan sonra kızım kaza yaptı. Boran öldü. Her şey yoluna girecek. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что произойдет, когда прибудет Майн, когда Аля будет приближаться к Джихану? Смогут ли Аля и Джихан продолжить сближаться благодаря Денис? Узнает ли Мин от Угура то, что она знает о Джихане? Узнает ли Джихан, что Угур живет у Мини? Сможет ли Фикрия раскрыть убийство Барана, встретившись с Халисом? Последует ли Алья за Фикрией в ее тюрьму Халис и узнает ли она, что произошло? Успокоится ли госпожа Садакат, увидев, что болезнь Гэжи Фикрии ухудшается? Продолжит ли Демир мучить Зелен? Почему железо падает и теряет сознание? Как Зелен подойдет к Демиру после того, как он потеряет сознание? Сможет ли он развестись с Нари Аскан? Если Шахин Нари не разведется, устроит ли она скандал? Почему Демир пытается разговорить Угура? Убьет ли Джихан Угура Демира прежде, чем он расскажет ему то, что знает? Как Джихан поддержит Алью, которая расстроена из-за тяжелой болезни своей матери Фикрии? Когда Мин расскажет Джихан о ребенке? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Аля завершила свой разговор с Джиханом, который остался незаконченным из-за Майн, скажите ему, что она его очень любит, и дайте этой любви начаться. Не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Как раз в тот момент, когда Аля удивила Джихана, взяв его за руку, и они собирались стать еще ближе, к ним подошла Майн, чтобы испортить атмосферу и якобы поздравить их, как она всегда это делает. Майя, которая никогда не может держаться подальше от Джихана, как бы он ее ни ругал, к сожалению, тоже не намерена держаться подальше. Похоже, он продолжит саботировать отношения Алии и Джихана и заставит их чувствовать себя неуютно. После того, как Майн уходит, Аля и Джихан приходят к Денис и благодаря Денис делают очень интимную фотографию, добавляя тем самым новую в свои воспоминания. Теперь Аля и Джихан с каждым днем будут все больше и больше сокращать расстояние между ними. Когда Аля видит, как сильно Джихан заботится и дорожит ею и ее сыном, ее любовь становится сильнее. Несмотря на то, что эта любовь время от времени проходит через испытания, Джихан и Аля никогда не разлучатся. Когда Мини узнает от Угура, который укрылся рядом с ней, что произошло, она поймет, что Джихан боится того, что знает Угур, и именно поэтому он так сильно на него давит. Вот почему он пойдет за Угуром и попытается получить от него информацию. Однако Угур знает, что Мини – настоящая сплетница и ничего ей не скажет. Джихан продолжит искать Угура повсюду. Угур попытается жить там, где он находится, как в тюрьме, из-за страха за свою жизнь. Пока Мини пытается спрятать его у себя дома на некоторое время, она отправляется за Угуром, как только он покидает дом Мини. Конечно, я думаю, он также попросит у Майн отчет за это. Когда Фикрия увидит фотографию Денис с другом отца Джихана в его комнате, она вспомнит, что они были вместе в прошлом. Тогда он вспомнит его имя, узнает, где он находится, навестит его в тюрьме и потребует отчета. Господин Халис там признается во всей правде, но скажет, что это сделал не он, а кто-то другой, то есть он снова выступил в роли крота. Госпожа Фикрии очень рассердится на то, что услышит, и накричит на него. Пока он пытается оправиться от шока от услышанного после выхода из тюрьмы, он также будет расстроен, так как считает, что стал причиной смерти Барана, а его дочь вынуждена жить в Мардине. Когда он увидит Алю, как только выйдет из ворот тюрьмы, он не сможет смотреть ей в лицо и не будет знать, что сказать. Аля отвезет свою мать Фикрии в особняк на своей машине. Когда они вместе войдут в комнату Фикрии Ханем, она расскажет об этом своей дочери Алие. Как объясняет Фикрии Ханем, очевидно, что она очень расстроена, и это будет хуже слабости, вызванной болезнью.
Когда Аля увидит свою мать в таком состоянии, она захочет что-то сделать для нее, но тот факт, что для Фикри и Ханем больше ничего сделать не удастся, сделает Алю еще более несчастной. Когда госпожа Садакат входит в комнату Гэжи Фикри с криком «Почему эта женщина все еще здесь?», ее голос вырывается у нее из рук, когда она видит ее состояние. Потому что он увидит, что Фикри и Ханем находятся в таком плохом состоянии, что не сможет ему ответить, и ему станет стыдно за то, что он сделал, и он будет опечален за Фикри и Ханем. Демир злится на грубое поведение Зерин по отношению к Демиру, и чтобы наказать ее, он отводит ее в дом, где, как он говорит, это его тюрьма. Там, пока он злится и восстает против Зерин, потому что она единственная, кто знает, что такое любовь и привязанность, ему внезапно становится плохо, и он теряет сознание. Зерин попытается привести его в чувство, поднять с земли и поговорить с ним. Демир может упомянуть, что он начинает влюбляться в Зерин, хотя на самом деле он этого не хочет. Возможно, она чувствует некоторое сожаление, потому что знает, что Кая занимает мысли Зерин, и она обещала, что не тронет ее. Думаю, в будущем мы услышим, что этот обморок ненормален и что Демир подхватил очень серьезную болезнь. После этого инцидента Зерин будет настаивать на том, чтобы Демир лег в больницу. Хотя Нари и хочет развестись с Осканом, она не может сделать этого из-за Садакат. Если Аскан продолжит упрямиться в этом вопросе, то либо Джихан заставит его избить, либо Шахин каким-то образом позаботится о том, чтобы он исчез. Нари боится, что Шахин больше не захочет с ней разлучаться и что он убьет Оскана и сожжет ее. Я надеюсь, что такого инцидента не произойдет, потому что если это произойдет, это станет началом разлуки для Шахина и Нари. В то же время, когда мать Зерин и Шахина, Фидан, давят на Шахина, чтобы тот отказался от Нари, Шахин восстает, кричит и просит его прекратить попытки остановить нас. Демир получит новости от Майн и узнает, что она знает что-то о Джихане и что эти вещи, которые она знает, очень важны для Джихана. Он заберет Угура из дома Мини, отвезет его в безлюдное место, приставит пистолет к его голове и попытается заставить его говорить. Тем временем Джихан следует за ними повсюду, поэтому он узнает об этом, пойдет туда, где они находятся, и будет там ждать. Если Угур не заговорит, он ничего с ней не сделает, но если она заговорит, он прицелится и будет ждать, чтобы выстрелить в нее. Но когда он понимает, что Демир Джихан там, все идет не так. Джихан заключит сделку с Демиром, чтобы забрать у него Угур, и если Демир не захочет ее отдать, произойдет большой инцидент. Аля будет глубоко тронута и опечален тяжелым состоянием своей матери Фикри, которая находится в тяжелом состоянии и истощении. Джихан никогда не оставит Алью одну в такие моменты, скажет ей, что все будет хорошо, и даст ей почувствовать, что он рядом с ней. Алие также понравится, как Джихан обращается с ней в это время. Но ради Чихаул Майн может выжить Лимон. В настоящее время она беременна Джиханом и вообще не упоминает о ребенке. Потому что их цель – сообщить вам, когда ребенок станет слишком большим для аборта, и заставить вас заботиться о нем и усыновить его. Надеюсь, ребенок сам поймет, какой плохой человек его мать, и что она хотела родить только потому, что думала о себе, и упадет. Мне вдруг стало плохо, но я думаю, что ни одна женщина, чье сердце бьется во зло, не должна рожать ребенка. Как вы думаете, продолжат ли Аля и Джихан отношения с того места, на котором остановились после того, как Майн их покинет? Начнет ли Аля больше ревновать Майн? Будут ли Майн и Угур сотрудничать? Расскажет ли госпожа Фикри, кто убил барана и почему? Госпожа Фикри умирает. Демир влюбляется в Зерин. Сможет ли Зерин избавиться от Демира? Что такое болезнь Демира? Если Нари не сможет развестись с Осканом, что произойдет между ней и Шахином? Передаст ли Демир Угур Джихану? Произойдет ли у моей дочери выкидыш или ей придется на некоторое время уехать рожать? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.